Владыка Вейдер, ты слышишь меня? Да, учитель. А где Падме? Она цела? С ней все в порядке? Похоже, что ты убил ее в гневе. Я не мог. Она была жива, я чувствовал. Вы говорили, что можете спасти ее! В своем гневе ты выбрал иной путь! Падма мертва, друг мой, и даже вся мощь темной стороны не в силах вернуть ее. Но ее смерть оставила тебе один дар — боль. Мы видим, что пальцы на левой руке Вейдера сжимаются в клещи, как он всегда делает, когда собирается задушить кого-то силой. Однако нужного эффекта достичь не удается. Сидиус слишком силен и, подняв руки, блокирует эту попытку. И теперь ты должен выбрать, примешь ли ты этот дар, используешь его или умрешь. Я буду жить. Вейдер вновь склоняется перед своим учителем, подчиняясь ему и принимая свою судьбу. Хорошо. А теперь... Где твой световой меч, владыка Вейдер? Используй его! Защити себя! Потерян в битве с Оби-Ваном! Он забрал его! Нет! Тот меч принадлежал другому человеку, джедаю, а ты — ситх. Я понимаю, что тебе сейчас очень нелегко, но если ты еще раз используешь силу против меня, я закончу то, на что у Кеноби не хватило духу. Ты мой друг, владыка Вейдер, и я надеюсь, что подобное больше не повторится. Встань! Великое дело должно быть продолжено. Ты думаешь о мести, хочешь уйти и найти источник своей боли. Я чувствую это. Отбрось эти мысли. Твоя личная вендетта не стоит внимания в сравнении с нуждами нашей галактической империи. Пойдем. Я хочу тебе кое-что показать. Мы больше никогда не будем бояться джедаев! Знаешь ли ты, почему наши мечи имеют алый цвет, владыка Вейдер? Нет, учитель. Знания джедаев по этой теме были неполными. Благодаря милости нашего императора Палпатина мы спасены от их предательства! Глупцы скрыли знания, которые сочли неудобным для себя. Красный меч ничем не отличается от других, за исключением того, что его заставили кровоточить. Джедаи исчезли! Император раскрыл их заговор и смог пережить попытку покушения на свою жизнь. И теперь мы в безопасности! Подойдет кристалл из любого джедайского меча. Как ты знаешь, кайберы в каком-то смысле можно назвать живыми. И как все живое, они могут чувствовать боль.
Никогда больше их орудия угнетения не будут терроризировать галактику! С помощью темной стороны ты должен наполнить этот кристалл своей болью. И когда уровень агонии станет больше, чем кристалл может выдержать, он приобретет багровый оттенок. Цвет твоей ярости. Мы стоим на пороге новой эры! Эры свободы! Свобода! Никто из них не понимает, что это такое. Никто, кроме нас с тобой. С их тиранией покончено! Ты ведь понимаешь, владыка Вейдер? Да. Вы могли отдать мне для ритуала любой из этих световых мечей. Даже меч Йоды. Но не стали. Меч ситхов не принимают в дар. Его добывают. Среднее кольцо. Как тебе твои доспехи, владыка Вейдер? Они приемлемы. Зачем мы здесь, учитель? Мне нужна твоя помощь, владыка Вейдер. Я надеюсь, что вместе мы сможем достичь многого. Но сперва тебе нужно обзавестись световым мечом. Найди джедая, у которого сможешь забрать Кайбер-кристалл. Непростая задача, учитывая наш успех в искоренении их с лица галактики. Тем не менее, я верю в твои способности и изобретательность. Ступай, мой ученик. Я велел доставить сюда корабль для тебя. Похоже, его украли. Ох уж эта беззаконная галактика. Она явно требует нашего управления. Ты в растерянности, друг мой? Соберись. Твой путь очень прост. Прими темную сторону. Подчини ее своей воле, и она предоставит тебе все необходимое. Твоя сила станет безграничной, владыка Вейдер. И тогда мы будем править вместе. На этом напутственная речь Сидиуса заканчивается, и его корабль покидает планету. Проводив взглядом улетающий шаттл, Вейдер с помощью регуляторов на поясе настраивает оптические сканеры в своем визоре и обнаруживает следы, вероятно оставленные злоумышленниками, когда те тащили его корабль через пустыню. Определив нужное ему направление, Темный Лорд отправляется в путь. Красивый, правда? Просто стоял в пустыне здесь неподалеку. Думаю, мы сможем продать его, даже если не взломаем коды. Он принесет нам больше кредитов, чем за весь прошлый год. Этот корабль мой. Убейте его! Попал в него! Я попал! Что за... Зачем ты пришел сюда? Что тебе нужно? От тебя лишь это. Эй, посмотри на меня! Я джедай. Нет, Дин, будь ты джедаем, то был бы уже мертв. Да ладно тебе, Кикер. Я должен был сделать что-то для поднятия настроения. Сколько мы уже пережили заданий? 100? Честно говоря, я думаю, это единственное, которое меня убьет. Лучшие солдаты по всей галактике. И вот мы застряли здесь, составляя опись кучи джедайского хлама на дальних рубежах космоса. Какая жалость! Каждое задание важно. Если император Палпатин приказал нам, значит мы это сделаем. Мы победили сепаратистов. Думаешь, на этом враги закончились? Нет. Но я не думаю, что мы с ними будем сражаться.
Что ты имеешь в виду? Я слышал, что на Камина сворачивают производство. Они тренируют последнюю партию клонов, и на этом все. Но это же бред. Кто тогда будет защищать Империю? Не знаю, Кикер, но уже точно не мы. Вы двое, внимание! У нас гости. Неопознанный корабль. Это запретная территория. Ваше присутствие не санкционировано. Немедленно измените курс, или по вам будет открыт огонь. Услышав это сообщение, дроид, который находился на борту корабля Темного Лорда, сразу же предложил свое решение. У меня есть стыковочные коды для этой станции, Лорд Вейдер. Могу передать их по вашему приказу. Второго предупреждения не будет. Лорд Вейдер, Корабль все еще приближается. Ну что ж, мы давали этому парню шанс. Открыть огонь. Вас понял. зафиксирована активация систем наведения истребителей, повелитель. С вашего разрешения я могу передать коды авторизации, чтобы немедленно разрешить эту ситуацию. Нет. Активируй оружейные системы. Похоже, будет бой, парни. Он сбил обоих. Как он? Соберитесь. Ему нас не достать. Это самое главное. Мы у него на хвосте. Никуда он от нас не денется. С вашего разрешения, Лорд Вейдер, я могу активировать задние пушки и открыть огонь по нашим преследователям. Нет необходимости. Я знаю, где они. Я чувствую их страх, их боль. Требую подкрепления. Повторяю, требую Их смерть. Этот корабль сбил все 4 истребителя без единого повреждения? Да кто он такой? Такого пилотажа я не видел с тех самых пор. Даже не думай. Это не может быть джедай. Они все мертвы. Кем бы он ни был, ему удалось отключить протоколы безопасности станции. А это значит, что он собирается совершить посадку в ангаре. В ангар! Быстро! Теперь ты доволен, Дин? Вот тебе бой, о котором ты мечтал. Может, это наш шанс, Кикер? Если проявим себя, возможно, Император узнает об этом и оставит нас при себе. Возможно, даже мы наденем те красные шлемы и встанем рядом с самим Палпатином. Приготовьтесь, солдаты! Он идет! Я понял, Дин. Перспектива, конечно, хорошая, но для начала нам нужно выжить. Уничтожить его! Сосредоточьте огонь и усильте натиск! Он наш! Что? Что это такое? Ладно, это точно джедай. Но приказ 66. Я думал, мы их всех убили. Скажи это погромче, Дин. Вдруг он тебя не расслышал. Отступаем! Перегруппироваться на палубе! Живей, живей! Разобравшись с солдатами-клонами, Темный Лорд входит в центр управления Брайтхоума, после чего к работе приступает его дроид. Я использовал ваши коды для доступа к архивам станции, Лорд Вейдер. Какую информацию вы ищете? Есть ли в архиве записи всех заданий джедаев перед исполнением приказа 66? Да. Резервная копия основных записей из храма джедаев на Карусанте. Мне нужны данные обо всех джедаях, принявших обет Бараша до начала чистки. Возможный ответ на ваш запрос включает в себя более 14 тысяч джедаев с момента основания Ордена. Я могу прочитать всю имеющуюся информацию, но на это уйдет несколько месяцев. Или вы могли бы уточнить запрос. Учитель приказал мне забрать Кайбер-кристалл для своего светового меча у джедая, которого я одолею в бою. Но из-за чистки эта задача стала достаточно трудной. Мне нужен живой джедай. Найти того, кто принял обет Бараша, кажется самым простым способом. Любой джедай, следующий Барашу, поклялся воздерживаться от деятельности, связанной с Орденом, и отстраниться от всего, кроме силы. Это своего рода покаяние. Даже почувствовав чистку, они не позволили бы себе реагировать на нее и предпринимать что-либо. То есть, возможно, что они не стали скрываться после приказа 66. Я понял, Лорд Вейдер. Спасибо. Возобновляю поиск. Лорд Вейдер, обнаружено взрывное устройство.
Устройство не взорвалось. Да, я в курсе. На колени! Ты пойдешь с нами. Пойдет с нами? Просто пристрели его, Дин. У меня есть идея получше. Мы знаем, на что способны джедаи. Они сильны, но и у них есть свои слабости. Он ничего не может нам сделать, пока удерживает гранату от взрыва. Наденем на него наручники, и он наш. А потом что? Потом мы доставим его к Императору. Вручим в качестве подарка. Кто знает, как он отблагодарит нас за джедая-предателя. Никакой отставки. Красные шлемы – это точно. Солдаты, вы допустили ошибку. Да? И какую же? Я не джедай. Ха! Не могу дышать! И у меня нет слабостей. Ты завершил поиск? Я бы предпочел, чтобы этот этап операции завершился как можно скорее. Я завершил поиск, повелитель. Кто он? Маловероятно, что вы сталкивались с ним ранее. Он отправился в паломничество еще до того, как вы пришли в храм джедаев. Кто он? Он уникален даже по меркам джедаев. Продолжил дроид, после чего сообщил Темному Лорду, что этого человека зовут Кирак Инфила. Уже много лет прошло с тех пор, как он отошел от дел Ордена. Но, как показали записи, он и до этого не принимал участие в дипломатии, обучении или исследованиях. По всей видимости, в Ордене у мастера Инфилы была лишь одна задача – сражаться. Среднее кольцо. Речная луна. Алдалима. Опасность столкновения. Лорд Вейдер. Приближаются вражеские объекты. Какие объекты? Ракеты? Корабли? Нет, они не посылают сигналов. Анализ показывает, что это предметы искусства. Отследи начало траектории и дай мне координаты цели. У нас повреждены основные и вспомогательные двигатели. Необходима срочная посадка. Нет, у них появится шанс уйти. При всем уважении, лорд Вейдер, или мы потеряем цель, или корабль. Я ничего не теряю. Джедай здесь. Я чувствую его. Я немедленно начну ремонт. Работоспособность будет восстановлена в течение 2 стандартных дней, после чего мы сможем атаковать вашего противника. Нет, он ждет меня. Он в предвкушении, и я не хочу его разочаровывать. Ты! От тебя несет тьмой! Что ты такое? Нет! Так тебе меня не победить! Тебе вообще меня не победить! Использовав темную сторону, ты подтвердил мои догадки. Но позволь все же спросить. Недавно через силу я ощутил гибель почти всех джедаев. Это сделал ты? Ты убил их? Да! А теперь ты пришел убить и меня. Да! Как я и надеялся. За свои грехи я принял обет Бараша, чтобы жить одному в единении с силой, пока мой путь джедая не прояснится. Тебе должно быть это известно, иначе бы ты не стал искать меня здесь. Поэтому я и не покинул эту планету. Я знал, что рано или поздно ты явишься сюда. С этого момента я объявляю свой обет Бараша завершенным, потому что мои братья и сестры мертвы, а их убийца стоит прямо передо мной. Это священное место — гора Пасваал.
Она служит испытанием для всех пришедших сюда джедаев. И чем выше ты поднимаешься, тем сложнее они становятся. Я буду ждать тебя на вершине, чудовище. Приди и найди меня. Открывай шлюз, Арекс. Уже делаю, мастер Инфила. Тонны воды обрушиваются вниз, сбивая Вейдера с ног, и за считанные мгновения полностью заполняют каньон, едва не похоронив под собой темного лорда. Спасая свою жизнь, Вейдер использует силу и отодвигает от себя потоки воды, после чего благополучно выбирается на скалы. Далее его путь лежал через каменный мост, но как только он ступил на него, то сразу же был атакован стаей огромных хищных птиц. Темный лорд был вынужден вновь применить силу, защищая себя от хищников, которые набросились на него с разных сторон. После того, как Вейдер разобрался с несколькими птицами, а его костюм получил заметное повреждение, Кирак Инфила отзывает птиц, приказывая им пропустить существо дальше. Арекс уже был готов активировать следующую ловушку, но мастер Инфила остановил его, понимая, что настало время для решающей схватки. Ты почти на месте, существо! Вершина близко! Не останавливайся! Ты сможешь, я верю в тебя! Не бойтесь, мастер Инфила, я уничтожу его. Я знаю, что тебе нужно. Знаю, зачем ты здесь. Дело не только в моей смерти. Ты пришел сюда забрать что-то. Я чувствую это. Тебе нужен мой световой меч! Как ты смог уничтожить джедаев? Это невозможно! Ты слаб! Нет! Один бы ты не справился! Должен быть кто-то еще! Твой учитель! Закончив с тобой, я найду и уничтожу его. И после верну в галактику свет джедаев. Подумай об этом, чудовище! Пока летишь вниз! Ты побежден. Темная сторона не может противостоять свету. Джедаи выследят всех вас и... Тем временем мастер Инфила добрался до города Амбалаар, который был возведен прямо под плотиной. Там он планировал забрать свой корабль из ремонтной мастерской, где тот простоял без надобности много лет, а затем отправиться на нем на поиски мастера ситха, виновного в гибели Ордена Джедаев. Кирак был уверен, что ситх-ученик точно погиб во время их схватки на вершине горы. Но Темный Лорд не только выжил, но и сумел отремонтировать свой костюм, собираясь взять реванш у джедая. Пока корабль мастера Инфилы подготавливали к отлету, он рассуждал, чем займется по окончании своей миссии. В конце концов, Орден Джедаев будет восстановлен. Здесь, на горе Пасвал. Кажется, это хорошее место, чтобы начать все... Нет, это невозможно. Я почувствовал... Нет, пустяки. Оставайтесь здесь. Я проверю. А?
Ты! Поднимайся! Кто это? Прошу вас, вернитесь внутрь. Я положу этому конец! Тебе следовало бежать, пока у тебя был шанс! Это были предупредительные! Вы двое! Прекратить немедленно! Это критическая городская инфраструктура! Мы будем вынуждены... Нет! Не делай этого! Нет! Не бойтесь, друзья! Я держу вас! Ты чудовище! Да, я такой. Что ты делаешь? Ты этого не сделаешь! Я не позволю тебе! Это дело джедаев и ситхов! Простые люди не имеют никакого отношения к нашей борьбе! Их это не касается! Ты глупец! Еще как касается! Нет! Пожалуйста, убей меня! Но пощади их! Нет! Лорд Вейдер, если ты видишь это сообщение, значит твое задание наконец-то подошло к концу. Дроид получил указание взять управление кораблем на себя, как только ты получишь меч джедая. Он доставит тебя в конечный путь назначения, выбранный мной. Внешнее кольцо Мустафар. Мустафар не похож на другие планеты. Он уникален. Глубоко под его поверхностью скрывается точка сосредоточения темной стороны силы. Здесь ты вновь обретешь себя. Вместе своего величайшего поражения ты возродишься сильным, несокрушимым, могущественным. Ты получил световой меч и кайбер-кристалл, который он содержит, но они все еще не принадлежат тебе. Кристалл – это сильная вещь, в каком-то смысле даже живая, пульсирующая энергией светлой стороны. Потребуется приложить немало усилий, чтобы подчинить его своей воле. Владыка Вейдер, когда ты прибудешь на Мустафар, найди место, где темная сторона будет взывать к тебе. Воспользуйся этой энергией, объедини со своей собственной силой, а затем примени ее. Искази кайбер-кристалл, передай ему свою боль. Покажи ему свой гнев. Услышь, как он поет гимн тьме. Заставь его кровоточить. Определив нужное ему место, Дарт Вейдер приземлился неподалеку и, сойдя с трапа, направился в пещеру, где, по его ощущениям, и должна была находиться точка сосредоточения темной стороны силы, о которой ему рассказывал Сидиус. Оказавшись внутри, Темный Лорд увидел древние руны на стенах, окруженные потоками лавы, а в самом центре стоял большой каменный стол, вероятно, служивший алтарем для ситхов далекого прошлого. Понимая, что ему сейчас предстоит сделать, Вейдер подошел к алтарю, положил на него джедайский меч и начал разбирать оружие на части.
Добравшись до зеленого кайбер-кристалла, он извлек его из рукояти и, стараясь лучше рассмотреть, поднял ближе к линзам своего шлема. Включив оптические сканеры визора, Темный Лорд увидел, что кристалл светится и сияет изнутри. По совету своего учителя Ситх попытался воздействовать на кристалл темной стороной силы, стараясь вложить в него все свои чувства, гнев и боль. В ответ на разрушительное воздействие кристалл создал мощный всплеск чистого света, энергетический взрыв, отбросивший Вейдера к стене. И вдруг что-то изменилось. Похоже, Энакин вернулся. Его глаза, они больше не желтые, а снова голубые. Что я наделал? Осознав те чудовищные поступки, которые он совершил, Энакин заставил себя подняться с пола и вновь подойти к алтарю. Еще раз внимательно изучив кристалл, он осторожно вложил его в рукоять, заново собрав световой меч. Совсем скоро ему предстояло вновь встретиться с Сидиусом. К этой встрече он должен был подойти во всеоружии. Корусант. Мой ученик, ты вернулся? Твое задание завершилось успешно? Да. Покажи мне. Я хочу увидеть твой клинок. Это твое окончательное решение. Окончательное. Да будет так, мой друг. Ты решил остаться слабым. Да будет так. Какая жалость. Да. Я согласен. Разобравшись с Сидиусом, он покидает кабинет павшего Темного Лорда и отправляется на поиски своего старого учителя, чтобы попросить у него прощения. Увидев позади себя темную мрачную фигуру, закованную в броню, Оби-Ван сразу же активировал световой меч и принял боевую стойку, предположив, что Вейдер выследил его с намерением убить. Оби-Ван. Однако под черными доспехами скрывался уже не лорд ситхов, а раскаявшийся Энакин, который, сняв шлем, встал перед ним на колени. Прошу. Энакин. И в этот момент Вейдер открывает свои желтые глаза. Он понимает, что по-прежнему находится в пещере на Мустафаре, а все произошедшее с ним после энергетической вспышки, посланной кристаллом, является не более чем видением. Темный лорд поднялся на ноги и вернулся к алтарю, полный ненависти ко всему сущему, чтобы завершить начатое и не позволить этому видению силы стать его реальностью и судьбой. Нет! Я отказываюсь! Это все, что у меня есть! Схватив кристалл, Вейдер обрушивает на него весь свой гнев, ярость и боль.
Завершив процесс и пересобрав свой новый клинок, Вейдер вернулся на Корусант и сразу же направился в здание Сената, в приемную Императора, где Палпатин вместе с Массамеддой внимательно слушали доклад Уилхофа Таркина. «Строительство активно продолжается, Ваше Величество. Я считаю, мы достигнем поставленных задач даже раньше, чем планировалось. И оружие, Таркин, здесь все так же продвигается по графику. Последние отчеты были многообещающими, Массамедда. Я уверен, что... Что? Вы оба оставьте нас. Но, Император, ваша безопасность. Я прекрасно защищен, Таркин. Оставьте нас. Ученик. Учитель. Понравилась история? Тогда поддержите нас, просто нажав кнопку «Палец вверх». Это действительно помогает каналу расти. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, оставляйте нам свои комментарии. Мы их с удовольствием читаем. Спасибо вам за просмотр, увидимся в следующем видео.